Павел, привет. Спасибо, что Привет. пришли. Я, готовясь к нашему разговору, полдня смотрел фильмы, снятые чисто с помощью AI. И мои ощущения во всем диапазоне находились. Мы об этом поговорим сегодня. Но самое интересное, что я посмотрел несколько видео о том, как делать фильмы с помощью AI. Причем внимательно посмотрел, некоторые даже по 2 раза, и посмотрел те программы, которые могут в этом помочь. И пришел к выводу, что это очень легко. Отсюда вопрос первый. Так ли это? Ну, технически, да, это легко. Грубо говоря, кадр может получиться из двух слов с нажатием одной кнопки «Сгенерировать». Но фильм же не состоит из одного кадра, и там же каждый кадр имеет какой-то смысл, глубину. И если говорить о каком-либо произведении, даже короткометражном, даже какой-то короткой зарисовке на несколько секунд, десятков секунд, в которой есть какой-то смысл, то речь, конечно, уже идет о более сложных процессах, где надо контролировать, ну, грубо говоря, состояние внешности как персонажа, его фона, освещения, одежды и так далее. Это все превращается в достаточно муторный и не совсем простой процесс. Поэтому нужно разделять все-таки, о чем мы говорим. Это как, знаете, сравнивать профессиональную видеокамеру и любительскую камеру. И на то можно снять гениальное кино. Да? Мы знаем кучу примеров, когда на любительские камеры снимались замечательные фильмы, которые очень успешны были в прокате. И наоборот, когда берут профессиональные камеры, и получается чепуха, которую смотреть невозможно. Здесь примерно то же самое. Поэтому не так все просто, как кажется с первого взгляда. Я во всех этих AI-фильмах обнаружил одну и ту же закономерность. Они состоят из большого количества очень коротких фрагментов, буквально по несколько секунд. То есть там нет длинных сцен. Ну, почти нет. В некоторых я замечал такие сцены на 5 секунд, например. Но в основном это полсекунды, секунда. Это техническое ограничение или это потому, что люди больше любят смотреть короткие видео, мы воспитаны на ТикТоке, особенно молодежь? Ну, в первую очередь, конечно, техническое ограничение. Далеко не все нейросети позволяют генерировать кадры больше 10 секунд. Хотя надо признать, что в последнее время появляются модели, которые уже практически полностью сняли эти ограничения. Более того, еще есть модели, которые могут продлевать кадр. То есть можно итеративно, постепенно увеличивать продолжительность кадра хоть до бесконечности. Вот. Практически без заметных склеек между вот этими итерациями. Хотя, опять-таки, тоже надо признать, что внешность персонажа при продолжении, длительном продолжении вот этого кадра может начать плыть, начать меняться одежда, прическа, лицо и так далее. Тоже опять мы утыкаемся в некоторые технические барьеры. Но все настолько быстро развивается, что надо сказать, что эти барьеры решаются скачкообразно по скорости, очень большое количество компаний, которые исследуют это направление. И ну, буквально каждую неделю мы видим обновления. Эти все проблемы постепенно решаются. Я посмотрел все фильмы участники вашего фестиваля MyFilm 48 прошлого года. Ну, 6 посмотрел. Не все, но 6 посмотрел, которые победили. И Да, посмотрел фильмы в Ютубе, которые опубликованы были пару дней назад. Не вами, а просто AI-фильмы. И да. я так понимаю, разница между ними примерно в один календарный год. Но это небо и земля. То есть то, что снимали год назад, как я понимаю, это были лучшие фильмы, отобранные вами на фестивале. И то, что сейчас снимают просто для Ютуба люди, это совершенно другое поколение. Видимо, несколько лет назад, а вы фестиваль проводите уже не первый год, было, видимо, еще хуже. Я просто не посмотрел. Конечно. Но на самом деле, если говорить про нейросети и про качество вообще этих инструментов, даже фильмы, снятые с разницей в 2 месяца, имеют колоссальную разницу. Вот у меня в прошлом году прошло 3 сезона. Вот сейчас мы готовимся к шестому сезону, который пройдет в феврале месяце. 2 предыдущих сезона проходили с разницей, ну, чуть больше месяца, в конце сентября и в начале ноября. Даже на такой короткой дистанции разница в качестве была уже колоссальнейшая, потому что там обновились две ключевые нейросети, которые в большинстве своем профессионалы используют при производстве фильмов. И даже на такой короткой дистанции разница
прямо очень сильно бросалось в глаза. И еще один очень важный фактор: с этими инструментами нужно учиться работать. Помимо того, что развиваются инструменты, развиваются и сами люди. Они набивают руку, они учатся на своих ошибках, и, конечно, их квалификация, скажем так, вот этих AI-генералистов или людей, которые генерируют кино, не снимают, а занимаются генерацией кино, их квалификация растет, ну, естественно, это в конечном итоге влияет на качество. Но не надо забывать, все-таки любой фильм, любой ролик, короткометражка или полный метр – это в первую очередь история. Поэтому как бы вы замечательно не генерировали, как бы вы не освоили эти инструменты, если у вас за этим фильмом нету захватывающей истории, которая цепляет сердца зрителей, это, конечно, никто смотреть не будет. Поэтому с этой стороны этот рынок тоже развивается, туда начинают приходить профессиональные сценаристы, что является огромной болью даже для традиционного кино, у которого есть деньги, но сценаристов, к сожалению, очень тяжело найти. Ну вот потихонечку рынок профессионалов вместе с ростом качества этих инструментов начинает разворачиваться в сторону генеративного контента. Я вас уверяю, в этом году мы будем свидетелями огромного количества полнометражных лент, которые будут создаваться при помощи инструментов. Ну и, конечно, коротышей, которые вот буквально ежедневно выходят в интернете. И действительно качество их растет и невероятно радует. Это очень классно, что такое большое количество талантливых людей используют эти инструменты. То есть операторы останутся без работы? Операторы – это первые люди, которые будут нужны на этом рынке, потому что оператор знает, как ставить кадр. Оператор знает, как использовать профессиональную терминологию, чтобы добиться лучшего результата по картинке. И даже вот настроить вот эту камеру несуществующую, да, для того, чтобы получить отличный результат от того, что вы там сделаете, вбив буквально 2 слова, это отдельный вид искусства и знаний, технических знаний, которые знают операторы и те, кто очень хорошо, глубоко погружен в базу. Без этого хорошего результата не добиться. Поэтому я вот всем постоянно говорю и операторов успокаиваю: не переживайте, вы без работы точно не останетесь, наоборот, за вами будут гоняться. Особенно если вы выучите работу с этими инструментами, вы будете высоко востребованными суперпрофессионалами. Окей, хорошо, операторы не будут уволены, но те люди, которые сдают нам камеры в аренду и вообще, в принципе, камеры, наверное, они все-таки будут уничтожены в итоге? Да нет, ну я бы так не драматизировал. Конечно, рынок сократится в некотором смысле, но он и так стагнирует даже без нейросетей. Рынок производства контента тоже традиционного, он падает по целому там ряду причин. Там, в пандемию тоже, что у нас происходило на рынке, тоже катастрофическое сокращение съемок, ну и так далее. Эти все аспекты, экономические, политические, они все влияют на конъюнктуру рынка. Полностью они не уничтожатся. Мы вот с вами тоже сидим перед устройствами с объективами, никуда мы не денемся, мы все равно будем общаться. В следующий раз мы можем встретиться в студии, где будет все равно стоять красивый набор профессионального света, уже стоять профессиональные камеры, и, скорее всего, выставлять будут эти камеры люди с профессиональным образованием. Эти студии никуда не денутся. Так же, как и документальное кино, так же, как и интервью с живыми людьми, так же, как и театр никуда не пропал с появлением кинематографа. И даже если вы сейчас захотите сходить в театр, вы еще 10 раз подумаете, посмотрев на цену билета. Поэтому еще вопрос, кто еще останется, а кто выживет. Нейроконтент, конечно, это будет масс-маркет. Это будет большое количество, даже в большинстве своем, персонализированного контента, который будет создаваться или суперпрофессионалами, или уже полностью автоматизированными системами. Это тоже один из векторов, куда все это дело движется. А как дешевле сделать короткометражку, например, 10-минутную с помощью AI или с помощью реальных людей, камер, площадки и всего остального? Сейчас, вот в текущий момент. Это очень хороший вопрос, потому что на него есть 2 ответа. И мне это очень-очень нравится. Значит, почему?
Это как раз отвечая на предыдущий вопрос, куда денутся люди. Если вам нужно снять, условно говоря, текущую историю в современности с несложным сеттингом, с отсутствием каких-то дорогих декораций, костюмов и компьютерной графики, конечно же, дешевле и проще будет снять человека, взять камеры и поставить красивый свет и сделать качественную актерскую игру с талантливыми актерами и сделать так, чтобы эта история цепляла, люди смеялись или плакали. Но как только мы говорим о какой-нибудь sci-fi истории, о фантастике, о историческом кино, где есть дорогущие декорации, которые строят месяцами, потом декораторы это все зафактуривают и встраивают туда огромное количество дорогого арендованного или созданного с нуля реквизита, куда наполняются большое количество статистов в каких-нибудь исторических костюмах, один только пошив, который может стоить несколько десятков миллионов рублей. Конечно же, тогда встает вопрос, а может быть мы это можем сделать при помощи генеративных технологий? И здесь на авансцену, конечно же, выходит нейросеть, которой все равно, какой кадр генерить, ну, при условиях как бы о том, что в датасете есть большое количество информации, ее обучения о том или ином культурном срезе, если мы говорим про историческое кино, ну или ее как-то дообучать, то, конечно же, это становится в десятки, может быть, в сотни раз дешевле делать такие масштабные истории при помощи нейросетей. Но при этом надо понимать, качество пока что оно будет хромать. Да, там актеры немножечко не доигрывают, это все очень условно, и не всегда это производит такое впечатление, как если бы это снималось традиционными способами. Но пойдите, попробуйте найти там где-нибудь несколько сотен миллионов рублей для того, чтобы снять историческое кино. Это очень сложная история, которая может позволить себе только государство. Давайте промотаем вперед на, ну, допустим, на пару лет или на 5 лет. Ситуация же наверняка изменится в области бюджета. Наверняка станет дешевле любое кино снимать с помощью ИИ. И любой актер будет стоить больше, чем сгенерированный персонаж. Да, конечно, естественно. Ну, сформируется просто новый рынок цифровых актеров, сформируется рынок суперпрофессионалов, которые работают в традиционном секторе производства кино. Это как и внутри кадра, так и те, кто за кадром. Они никуда не денутся. И, конечно, благодаря этому, кстати, качество традиционных фильмов подрастет, потому что останутся только супер талантливые суперпрофессионалы, которые будут объединяться вокруг эксклюзивных, очень качественных, проработанных и глубоких проектов. В этом плане за большое кино, которое будут снимать традиционными методами, можно не переживать, здесь будет все хорошо. А вот нейроконтент сформирует, ну, по некоторым предположениям, порядка 80% всего аудиовизуального контента, который мы будем потреблять там в ближайшие несколько лет, он вырастет до такой вот доли. И это будет генеративное кино, ну, так же, как и, ну, извините меня, дешевые сериалы, которые как будто бы никто не смотрит, все хают, но у них большие рейтинги, их все равно смотрят, смеются от низким уровнем актерской игры в этих сериалах, но зрителя такой контент все равно себе находит. Здесь будет примерно все то же самое. Поэтому, если говорить о более долгосрочных перспективах, я, например, убежден совершенно точно, что в какой-то момент эти системы начнут переигрывать актеров. Ну, в плане, что не в кадре переигрывать, они сейчас как раз-таки переигрывают, как актеры, студенты-первокурсники театрального, да, у них слишком утрированные такие вот эмоции, они не умеют себя контролировать. А вот когда это все будет запрограммировано уже на более точных алгоритмах и большом количестве правильного размеченного датасета, талантливой актерской игры, и это будет легально сделано, все-таки они сворованы, как в большинстве своем, там многие модели обучены на нелицензионном контенте, это все знают, и судебные вот эти разборки нас еще много лет будут преследовать. Но в конечном итоге большое количество
профессиональных актеров будут сдавать в аренду свою актерскую игру для обучения этих систем, получать за это соответствующее денежное вознаграждение, а зритель будет получать уже более убедительные варианты вот этих нейросетевых сцен, нейросетевых фильмов, которые будут уже, ну, скажем так, вызывать больше эмоций, чем вот этих вот подозрений, когда ты смотришь и думаешь, а что-то не то, как-то неестественно выглядит этот персонаж. Так мы также можем и со сценаристами поступить. Возьмем Юлиана Семенова, скормим все его произведения в нейросетку, а потом попросим написать новую продолжение «17 мгновений весны». И вполне себе может получиться, еще может быть даже более интересный сюжет. Верно? Я вам даже больше скажу. Есть режиссеры, сценаристы, профессионалы, которые уже этим занимаются. Например, Валерия Гай Германика сама честно признавалась, что она одной из нейросети скормила все свои сценарии, просто которые она написала, и попросила что-то сфантазировать на заданную ей тему. И вот она настолько четко, математически точно сняла вот этот паттерн ее стиля, что даже ей было непонятно, вообще это она писала или это все-таки синтетическая работа. Поэтому это уже не будущее, это уже реальность. Дальше уже встают вопросы этического характера, все-таки, а давал ли автор разрешение продолжать при помощи синтетических алгоритмов написания там, того или иного произведения. Это уже вопрос, наверное, больше к юристам. Чисто технически это уже реализовано. Хотя, если говорить по-честному, креатив и вообще бастион сценаристов, мне кажется, и монтажеров, если уже говорить широко, он будет еще долго находиться на территории человека. Алгоритмы пока что с этими двумя сторонами производства, синтетического производства кинематографа, конечно же, очень слабо справляются. Это люди показывают гораздо более качественный результат в плане креатива. Вот вы общаетесь со сценаристами, с людьми, которые режиссерами, авторами кино. Они что говорят? Они боятся прихода ИИ? Или они, как Гай Германика, с удовольствием встречают приход роботов? Ну, так же, как и в обычной жизни, как и интернет когда-то встречали. Кто-то говорил, мне не нужна ваша электронная почта, мне обычной хватает. Где сейчас обычная почта и где электронная? Происходит период адаптации. И, конечно же, есть ранние пионеры, ранние последователи, которые уже превратились в лидеров мнений. И когда они уже достигают больших, интересных, качественных результатов, конечно же, уже много кто скепсис свой роняет, скажем так, и уже начинают обращаться. Я разных встречаю абсолютно. Есть сценаристы из мега крупных компаний, которые честно мне говорят, что на экранах уже давно выходят фильмы, часть сценарных каких-то поворотов, которые придумала нейросеть. Просто она вкинула эту идею, они ее докрутили руками и сказали, вот это вот классная штука, и она уже, это уже даже не в этом, даже не в прошлом, это в позапрошлых годах, еще на ранних этапах развития вот этих трансформеров, да, предобученных, которые GPT, которые так называемые системы, они уже давно используются авторами в качестве такого, ну, подмастерья, можно сказать, подсказчика. Поэтому здесь рынок разделился, он как бы и будет разделен. Есть те, кто не приемлет и говорят, что классические подходы никогда мы не отдадим, они полное право на это имеют, и я абсолютно убежден, там тоже будет большое количество талантливых работ, они никуда не денутся, но синтетический способ производства кино будут осваивать другие профессионалы, будут получать другие результаты, и вот тоже будет находить своего зрителя. Вот вы как продюсер нанимаете команду для съемки нового фильма, в том числе сценариста, и заказываете сценаристу написать сценарий. Он приносит вам результат, и вы понимаете, что это писал чат GPT. Но вам нравится сценарий, нравится сюжет, все нравится. Ваша реакция: вы заплатите и промолчите, или вы скажете, ну слушай, не халтурь, я все-таки платил тебе, а не чат GPT, давай поработай руками.
Да не, заплачу, конечно, потому что важен же не процесс, а важен результат. И потом еще такой момент. ChatGPT, это же все равно машинка, которая исполняет приказы человека. И она выдать может там 100 результатов. И отобрать, скомбинировать, скомпилировать из этих 100 результатов один, который там условно мне понравится, это тоже отдельный вид труда и таланта, который нужен именно вот в естественном интеллекте, без которого ничего не получится. А если говорить про какие-то примитивные, простые задачи, тестовые какие-то работы, конечно, я сам использую нейросеть, я вижу эти недостатки, эти сценарные дыры, которые нужно латать вручную, потому что нейросеть не справляется, естественно. И в этом плане, конечно же, значительно проще самому взаимодействовать с этими системами, убирая огромное количество вот этих этапов согласования, когда тебе нужно объяснить техническое задание, получить первую версию, сказать, что нет, ты меня не так понял, давай еще раз переделай и так далее, и так далее. Вот этот пинг-понг, ну, полностью убирается, нивелируется до нескольких минут взаимодействия с вот этим вот цифровым ассистентом. А за нейросетевые как бы произведения я привык платить как продюсер. В принципе, я уже много лет занимаюсь только таким видом производства контента, поэтому для меня это не в новинку, у меня никакой аллергии это не вызывает. Несколько лет назад был судебный процесс, если я не путаю, это было в Америке, по-моему, даже в Канаде, а не в Америке. Некие, как сказали в новостях, мошенники, хотя давайте обсудим, мошенники ли они, сделали несколько десятков или сотен аккаунтов на Амазоне и загрузили туда электронные книги для продажи. Ну, как будто бы они их якобы написали сами, загрузили, и Amazon стал эти книги продавать, соответственно, им выплачивая комиссию, как делают многие авторы реальных книг, реальные авторы. Но в этом случае книги были написаны нейросеткой. И книг было множество, там, сотни или тысячи, и люди заработали, как в новостях писали, несколько миллионов долларов таким образом, якобы украв их как будто бы из Амазона, и Амазон с ними судился, пытаясь вернуть деньги, потому что как будто бы они что-то нарушили, какие-то политики, где, видимо, в Амазоне сказано, что вы не имеете права, мол, такой сгенерированный контент продавать. Но сейчас 2026 год, и, может быть, эта история должна быть переосмыслена уже, и в плане кино тоже. Это же, ну, вот то, о чем мы говорим. Может быть, надо по-другому на это взглянуть? Ну, злоупотребление этими системами, оно всегда было, есть и будет. Всегда найдутся хитрые ребята, которые находят вот эти вот дырки и используют недостатки как в законодательстве, так и в различных платформах. Такая же похожая история была в Spotify, когда автор единолично нагенерил музыки, налил ее, значит, как свою авторскую музыку и откручивал там, значит, ботами. Они типа слушали его музыки, он получал за это комиссию. То есть как бы это уже прям откровенное мошенничество. По-моему, он там даже загремел в тюрьму по результату. Но я бы на это не обращал как на какой-то тренд. Это, скорее всего, с этим наиграются, и в конечном итоге мы все стремительно движемся в маркировку синтетического контента, которую я горячо поддерживаю, считаю очень важным, что нужно, чтобы когда человек начинает смотреть кино, он знал, что данный контент создан при помощи генеративных технологий. Повышает ценность таким образом фильмов, которые сняты традиционным способом. Или, например, когда тебе звонит робот, прикидывается человеком, да, меня вот это тоже очень раздражает, почему я должен общаться с роботом, тем более там, когда это там, у меня отнимает время, и ничего кроме раздражения это не вызывает. Это должно быть прямо на экране телефона. Видно, что я общаюсь с роботом. Поэтому ничего, как бы еще раз повторюсь, ну, наверное, да, но драматического я в этом не вижу. Нужен период, чтобы это все адаптировалось законодательство, чтобы было прописано уже в соответствии с новой технологической реальностью. Как обычно, юридическое поле всегда опаздывает и вместе с судебными прецедентами потом начинает формировать законодательство. На это нужно много лет. Просто нужно к этому относиться как вот к периоду становления этого рынка. И без мошенников и хитрых ребят, конечно же, никуда не деться, к сожалению.
Вот смотрите, искусственный интеллект, почему такой умный? Как он понимает, какой сценарий написать и как он разбирается в основах драматургии? Он изучил огромное количество написанных сценариев до него. Он знает и про Юлиана Семенова, и про сценарии Гай Германики, и про многие другие. Опираясь на эту базу, причем отфильтрованную людьми и прошедшую цензурирование поколениями людей, он понимает, что хорошо, что плохо. Он знает, как построить сценарий и какие повороты в нем должны быть, а каких стоит избегать. Но теперь мы создаем искусственный контент, который, да, создается роботом, который наученный, который понимает, что хорошо, что плохо, но создает уже то, что он создает. И это уже не проходит цензурирование, это не проходит проверку человека. Мы просто выкладываем все это в сеть, все это появляется в доступе, и пройдет еще, не знаю, 5-10 лет, и мы получим, с одной стороны, сюжеты классиков, которых мы уважаем и ценим, 10% объема контента в интернете, и 90% будет сгенерированный школьниками, любителями, кем угодно контент, написанный искусственным интеллектом. И такой дисбаланс 90 плюс 10 приведет в итоге к тому, что будущие поколения искусственного интеллекта будут думать, что правильный контент – это тот, который в 90% находится. То есть для него сюжеты, не знаю, Достоевского и там, Лермонтова будут в меньшинстве. Он на них будет меньше внимания обращать. Он будет учиться на массе созданного трэш-контента или среднего качества контента за нами за последние 10 лет. Вот этого многие опасаются. Отсюда вопрос, не кажется ли вам, что мы должны пожестче относиться к тому, что генерирует контент, и цензурировать его так же строго, как когда-то мы цензурировали классиков Булгакова и Гоголя? Ну, это вот как раз тоже в продолжение темы по поводу маркировки. Я полностью согласен, да, и проблема обучения нейросетей на синтетических данных, когда он начинает сам себя обучать и уходить в какую-то неконтролируемую человеком траекторию, это вообще отдельный кластер проблем, которые сейчас во всем мире обсуждается, решается, и огромное количество компаний, которые разбираются вообще, как с этим делом дальше жить, чтобы это не зашло в неправильный, скажем, вектор развития нашей цивилизации. Это очень важная тема, действительно. Буквально недавно один из лидеров этого рынка, как раз-таки генеративных трансформеров, вот этих GPT-систем, компания Anthropic опубликовала даже свой официальный документ, которым они регламентируют деятельность вот этих систем синтетических. Ну, то есть, если грубо говорить, это такая конституция для нейросети, где, помимо всего прочего, ее как это, гипнотизируют, обучают, заставляют размышлять и давать ответы на основе заранее прописанных правил, чтобы она не выходила или не нарушала эти правила. Ну, что-то вроде, да, это условно можно назвать конституцию для нейросетей. Еще 2 года назад вместе с профессором из ПБГУ, как раз-таки с факультета юриспруденции, сейчас не помню, какого именно, но обязательно потом пришлю, подпишем, забыл, как его зовут. Но мы как раз-таки обсуждали тему того, что эти системы стремительно умнеют, и на самом деле помимо Конституции надо, конечно же, еще и писать законы для нейросетей. И это как бы становится необходимым условием вообще существования этих систем. В том числе и для того вот вопроса, который вы упомянули, потому что действительно, чтобы был у нее прописан приоритет на том, что ее подружка придумала нейросеть, не имеет такую художественную ценность и значимость для принятия того или иного решения, чем тексты Достоевского или Толстого. Ну, это очевидно, это понятно, что все-таки мы столетиями развивались и росли на этих артефактах культурных, да, не для того, чтобы это все потом потонуло в этом океане синтетического сгенерированного контента. Поэтому это важная часть этого явления,
скажем так, вот этого генеративных технологий. И, конечно же, здесь надо понимать, что работа в этом направлении ведется. Это не брошенный вопрос, им занимаются, и я абсолютно убежден, что в этом году точно вот компания Anthropic открыла как бы эту свою сторону деятельности, и другие лидеры тоже продолжат, поддержат, и мы будем видеть все больше и больше такого ответственного отношения к разработке этих систем, чтобы это действительно не вредило человечеству, а приносило пользу. Это важно. А в наших театральных училищах вот, по стране преподают уже ИИ фильмы, ИИ фильмопроизводство? Или это пока на уровне энтузиастов? Но это вообще моя головная боль, к сожалению. Тут не то, что в театральном, тут даже в киновузах, к сожалению, не сформированы программы. Я уже много лет являюсь участником дискуссий, в том числе с представителями в ГИК, Института Санкт-Петербургского кино и телевидения. И вижу, что в большинстве своем, наверняка, может быть, сейчас уже ситуация меняется и появляются уже какие-то отдельные курсы, но студенты говорят о том, что в программе этого нету, к сожалению, потому что тут тоже процесс Министерства образования такой длительная история, и чтобы что-то поменять в программе, это должно несколько лет пройти. А как туда внедришь нейросеть и в программу, которая обновляется ежемесячно, да, не то, что там через год-два, да, там через 2 недели может все с ног на голову поменяться. С этим, видимо, еще связан процесс. Но пока что то, что я вижу, эти вопросы решаются энтузиастами. У меня следующий вопрос. А кто тогда приходит к вам на фестиваль? Кто эти люди? Это, получается, не студенты, раз им это не нужно для учебной программы. Кто снимает фильмы на... Это же фестивальное кино у вас на фестивале. Это не полнометражные, не коммерческие, не рекламные ролики. Ну, я посмотрел их и увидел, что там не коммерческой ценности. Это чисто такой микро-артхаус. Кто эти люди? Ну да, да, вы совершенно правы. Это действительно не студенты и не кинопрофессионалы, хотя тенденция меняется. Но в большинстве своем предыдущие 5 сезонов подавляющее большинство – это энтузиасты. Это люди, которых, по всей видимости, внутри всю жизнь жила мечта снять собственный фильм, и получив доступ к этим несложным, не настолько дорогим, как традиционное кинопроизводство, инструментам, они начали идти к этой мечте усиленными шагами. Вот. И я вижу то, что там могут быть и домохозяйки, там могут быть и слесари, таксисты, люди каких-то вообще не кинематографических профессий, и все больше и больше в сфере вот как раз-таки развития этих систем в киноиндустрии начинают появляться вот такие вот люди, у которых есть мечта, была мечта, да, присоединиться к этому миру, и это происходит. У меня даже дважды побеждал в конкурсе «Мой фильм 48» Андрей Гладков, который на момент проведения первого конкурса «Мой фильм 48» был вообще офис-менеджером и в качестве хобби занимался этими нейросетями. В конечном итоге, благодаря конкурсу, он вышел на авансцену, на тот момент еще развивающегося, начинающего развиваться вот этого рынка, и сейчас один из самых востребованных таких специалистов, который вот вообще еще пойди к нему достучись, потому что постоянно занят. И он же полностью профессионально реализовался как профессиональный нейросетевой кинематографист. И таких примеров очень и очень много. Хотя надо признать, что возвращаясь к теме базовых знаний, конечно же, у кинопрофессионалов получается гораздо лучше с точки зрения, что они знают базу, построения кадра, монтажа, ритма, композиции, озвучания, сторителлинга, драматургии и так далее. Все равно это на текущий момент это ремесло. Даже если ты это делаешь при помощи нейросетей, там подавляющее большинство процессов не автоматизировано, все лежит на плечах
человека или кожаного естественного интеллекта, и от него очень-очень много зависит результат. Поэтому знания все равно нужны. Хотя бывают исключения, талантливые люди. Тот же Тарантино, например, он нигде не учился, да, он, как он про себя говорит, вырос на задворках Голливуда и работал в видеопрокате, круглосуточно просматривая фильмы, обучая свою естественную нейросеть на вот этих киноштампов, выучив их просто как по нотам, что называется, начал вырабатывать свой стиль. Такие примеры тоже бывают, и их тоже какое-то количество в индустрии присутствует. Интересно, ИИ может тарантиновские диалоги писать, всем известные? Пока мне кажется, Там что просто- нет. Это слишком, мне кажется, культурный код и понимание вот этих вот триггеров и болей естественного интеллекта пока что искусственному интеллекту не под силам. Он пытается имитировать, он может попробовать сымитировать, но это всегда смотрится очень смешно. Это как вот автоматизированный перевод с китайского на русский, да, когда мы иногда можем, особенно старые вот эти системы, вроде смысл понятен, но выглядит очень смешно. Вот здесь пока что примерно такая же ситуация. С диалогами все очень грустно, конечно. Слушайте, ну я вот смотрю, пытаюсь смотреть сериалы и фильмы, и отечественные, и Голливуд, какие угодно. И мне, чтобы найти фильм, который я действительно захочу посмотреть, мне нужно перебрать, ну не знаю, 5, 6, 7. Я раз нажимаю play, а потом через 2 минуты останавливаю и понимаю, что я это смотреть не буду. На следующий, и на каком-нибудь 10-м фильме я останавливаюсь и смотрю. Это я к чему говорю? И без искусственного интеллекта мы снимаем всякий мусор, который смотреть неинтересно, который плохо написан, с плохими диалогами, со скучным сценарием, с неинтересной историей и с плохими актерами. Может быть, с приходом ИИ мы ситуацию и не ухудшим, потому что уже хуже некуда ее ухудшать. Может быть, она пойдет как-то в улучшение, потому что ИИ можно, по крайней мере, нажать на нем 10 раз кнопку одну и ту же, говоря ему переиграй, перепиши, передумай, слабая история, сделай лучше. А сценарист, если он слабый, то как его не подталкивай, он не родит ничего лучше. Из него тарантиновские диалоги не выйдут. А может быть, из ИИ выйдут, если я буду нажимать эту кнопку again, повторять, и он через 10-й раз в итоге создаст. Нет, это правда. Я тоже в этом абсолютно убежден, хотя все коллеги считают меня сумасшедшим в этом плане и до сих пор со скепсисом относятся к этому тезису. Но у меня аргумент очень простой. Эти системы уже научились решать математические задачи, решения которых они не знали. То есть они интуитивно внутри своего цифрового мозга, перебрав различные комбинации, там, миллиарды комбинаций решения очень сложных математических задач. Я хочу особо как бы подчеркнуть, что речь идет о тех задачах, которые математики не могли решить там десятилетиями. И мы в последнее время все больше и больше видим новостей, что эти системы этот бастион взяли и начинают уже как орешки щелкать задачи десятилетий, скажем так, которые были недоступны человеческому интеллекту до недавнего времени. Вторая опция – это когда эти системы используются как подмастерье, и многие ученые используют в виде помощника для, опять-таки, постановки какой-то узкопрофильной задачи, обучения на каких-то специально подготовленных данных, и благодаря вот этой громадному таланту перебора бесконечно огромного количества комбинаций, они получают тот или иной результат. И химики, и физики, и математики в один голос говорят о том, что да, это все-таки на уровне математики, на уровне алгоритмики это все получается. Дальше, конечно же, все это придет и в творческую часть. И в конечном итоге любой драматург профессиональный, кто занимается драматургией, тоже вам скажет, что по большому счету драматургия – это та же математика. Как бы это ужасно не звучало, есть определенное количество набора драматургических структур, которые просто комбинируются между собой и меняется сеттинг, герои и так далее. Но там все эти со времен царя Гороха, все эти драматургические структуры, они уже отточены и проверены на огромном количестве
и спектаклей, и пьес, романов, и уж тем более фильмов и короткометражек. Поэтому здесь мы в конечном итоге придем к тому, что да, эти системы, научившись вот настолько точно решать математические задачи, смогут разработать, условно говоря, такой инструмент для математически точно выверенного подготовки драматургического сценария. Другой вопрос – это эмпатичность и актуальность вообще текущему состоянию. Да, у этих систем нету, условно говоря, триггеров, каких-нибудь детских психологических травм или актуального состояния новостного фона, которое может повлиять на ту или иную реплику, например, если мы говорим про тарантиновские диалоги. Но как только эти системы можно будет условно подгрузить вот это состояние травмированного психологического сознания и сделать так, чтобы действительно эти системы начали имитировать, опять-таки я повторяю, имитировать, а не быть вот это сознание с какими-то болями и проблемами, это заиграет совсем другими красками. И системы начнут генерировать что-то уже более интересное с драматургической точки зрения. Я в этом убежден, хотя, коллеги меня не поддерживают. И еще один очень важный момент. В конечном итоге все, конечно, будет персонализировано, и автоматизация этих систем дойдет до такого уровня, что каждый сможет заказать себе на вечер свое собственное кино. И уже сейчас, буквально вот недавно, обновился Клинк до нового состояния. Они подключили мультиагентную систему, когда буквально по 2 кликам он готовит раскадровку на заданную тему, сам эту раскадровку анимирует и сам ее склеивает, собирается это в коротенькую историю, буквально там из 16 кадров, но он сам придумывает весь сеттинг, сам придумывает персонажа, сам придумывает и следит за постоянством окружения. Это вот то, что я как раз о том, что говорил, что в текущий момент как требует внимания со стороны человека. И это вот вопрос, это буквально вот позавчера произошло, это вопрос текущего дня. Что будет еще через там год-два, уже даже мне страшно представить, совершенно точно это уже будут фильмы, пока короткометражки, но под ключ, снятые под ваш запрос, персонализированный. А уж если вы скормите им свой характер, свой вкус, или как, например, те же рекомендательные системы очень могут вам неплохо подсказывать, да, кино на вечер, оно будет также вам подсказывать нужную и смешную для вас реплику в тех или иных диалогах, учитывая ваш культурный код, учитывая состояние или, например, задачи, которые вы для себя поставите. Например, сделай мне вдохновляющее кино, потому что завтра мне предстоит важное собеседование. И вот он сделает классную киношечку, и вы прям посмотрите, вдохновитесь и пойдете спать. И на следующий день успешно пройдете это собеседование. И это точно в ближайшее время произойдет. Все развивается в геометрической прогрессии. Если еще в самом начале казалось, что это через какие-то десятилетия будет, но мы каждый год видим просто громадные скачки вперед. Это, скорее всего, произойдет, буквально лет через 5. Может, и быстрее. Это звучит ужасно, с одной стороны, но с другой стороны, мне очень нравится. Если я могу с утра сказать, подготовь ко мне к вечеру продолжение «Игры престолов». И я прихожу вечером с работы. Мне понравится. Да, и там следующая серия, я ее смотрю, мне не нужно ждать, пока они снимут где-то в Голливуде, я у себя ее имею. Он посмотрел все предыдущие 8 сезонов, он понимает, куда продолжать и знает, что мне нравится, что не нравится. Он знает все мои предпочтения в области кино, он знает все мои любимые фильмы, да, он построит. Да. Я потом ее просмотрю и выброшу, она не нужна мне, потому что она никому больше, может быть, не подойдет. А может быть, даже будет конкурс таких вот продолжений или таких коротких видео, или даже полных видео. 100%. Кажется, более того, моя версия интереснее, чем ваша, например. Да, если ваша, например, больше лайков соберет, вы, может быть, даже какую-то комиссию с этих просмотров будете получать. Это совершенно точно, это то, что мы сейчас вкратце так обрисовали, экономическую модель кинематографа будущего. Это то, куда все эти системы движутся. Это правда. Вы сказали, что коллеги ваши за это вас недолюбливают. А что они говорят? Какой их контраргумент?
Что будет как? Или им просто не нравится такое будущее? Им просто не нравится, да, им просто не нравится то, что это происходит, но это как, ну, не нравится, что электричество или что интернет. Ну, то есть это технология, которая пришла в любом случае в наш мир и никуда не денется. Мы становимся зависимыми от нее. И она действительно приносит, помимо вот этих вот споров вокруг творчества, огромное количество пользы. Там в той же медицине, там те прорывы, которые мы видим, они в подавляющем большинстве происходят в последнее время благодаря как раз технологиям искусственного интеллекта. Ничего плохого в этом нету, если у вас будет персонализированная таблетка, которая вылечит за 2 недели от какой-нибудь страшной болячки. Почему нужно как бы сопротивляться этим технологиям? Это непонятно. Поэтому здесь вот этот внутренний протест у коллег, конечно же, есть, но в последнее время, еще раз повторюсь, да, вижу, что вектор недоверия к этим системам меняется, и много кинопрофессионалов уже начинает не просто присматриваться, но и экспериментировать с этими системами. Как будто слово искусство больше неприменимо. Если вот так создаются картины, контент, игра актеров, нажатием одной кнопки и дальше перебором из миллиарда вариантов, и нейросетка выдает мне того актера, который мне нравится, и он играет так, как я люблю, то в чем тогда искусство? Где составляющая творца? Кто здесь творец в этом случае? Вот вопрос. Его Ну, вот нет, хороший, получается, хороший вопрос. творца. Да. Ну, вот как театральный режиссер, вот предположим, давайте тоже посмотрим, да, вот он ставит пьесу, нанимает актеров, перебирает там тоже, да, кастинги устраивает. И все равно каждый же спектакль, он уникальный, потому что, ну, нету такого, что все под копирку, как на записи, одинаково сыграют, да, все время есть какая-то итеративность, разная публика в зале, разная атмосфера, настроение. Где-то прям удачно все посмеялись, и труппа зажглась, и начали играть еще ярче, а где-то глухой какой-нибудь зал, и это влияет, конечно же, это как живой процесс. Это же не может прописать слово в слово театральный режиссер. Он насыщает это все какими-то своими смыслами, своими векторами, но на сцене это получается каждый раз по-новому. Но вот здесь примерно, наверное, я бы это все провел, эту параллель, примерно то же самое. В любом случае, в текущем состоянии задачи ставит человек, он же условно режиссер, да, неважно, чем он командует, нейросетевым актером или живым. Он отбирает из бесчисленного варианта наиболее подходящий вариант. В конечном итоге это все будет формировать вот эту вот микрокартину, которую он создает на основе своей какой-то внутренней истории. Поэтому говорить о том, что тут нету никакого искусства, я бы так не говорил. Это просто другой вид искусства. Ну, так же, как мультипликация, да, мы же тоже сопереживаем и плачем над мультиком. Мы же не, Мгм. ну, как бы, хотя мы понимаем, что это несуществующий персонаж, там, условно говоря, какая-нибудь лягушка или какой-нибудь шарик надувной начинает у нас подкатывать ком к горлу, когда он лопнул, понимаете? Это грамотно, если режиссировано, драматургировано, выстроена драматургия история. И здесь то же самое. Если это будет вызывать у вас эмоции, если вы будете смеяться, плакать, почему нельзя называть эти фильмы искусством? Если это работает так же, как искусство, просто это создано другими инструментами. Интересная мысль. Вот про шарик и про искусственное создание эмоций у нас. Сейчас это делает режиссер. Он понимает, в какой момент должен лопнуть шарик, мы все заплачем, и его это порадует, потому что он получит какое-то удовольствие от того, что он повлиял на нас через экран. Но в Да. какой-то момент, или может быть уже сейчас, эти нейросетки, они достаточно мощные и умные, об этом пишут их создатели, они начнут соображать, что они могут влиять на массовое сознание. И это уже не просто влиять на конкретного зрителя, а искусственная сетка, искусственный интеллект, создавая сценарий по запросу какого-то конкретного режиссера, она может понимать, что то, что она напишет, будет в итоге показано на большом экране. И поэтому писать нужно как-то так, чтобы в итоге миллионы людей что-то конкретное почувствовали. Понимаете, да, какая логика? То есть получается, что ИИ,
он будет через голову, через руки режиссера не напрямую воздействовать с нами, потому что он с нами не имеет контакта. Но он понимает, он-то не глупый, а становится все умнее, что если к нему пришел режиссер и просит написать сценарий для картины, не знаю, там, о войне с Наполеоном, то давайте-ка в этот сценарий вставим такие моменты, которые даже человек не заметит. Но в драматургию вставим что-то, что так повлияет на сознание, ну, например, русского человека, что он как-то иначе переосмыслит ситуацию, не знаю, войны с Наполеоном. Понимаете логику? Это так работает любое искусство. Тут сейчас, да, это, в принципе, и к всем видам исполнительских и песен, и сценариев, и пьес, и романов. И, конечно же, там всегда есть подслой, который авторы закладывают. Если говорить про опасность выхода из-под контроля этой системы, здесь мы опять возвращаемся к той части разговора, которую я уже упомянул, что начинают прописывать уже конституцию этих систем. И хочется верить, лично я убежден, и просто я знаю, слежу за процессом, огромное количество светлейших умов занимаются вопросами безопасности при разработке этих систем. И хочется верить, что все-таки в этом плане здесь так же, как с атомным оружием, да, мы все-таки выработаем некоторое количество законов, ограничений, которые не позволят нам привести человечество к глобальной катастрофе. И в это хочется верить. Это, конечно, жесткое, может быть, сравнение, чересчур мрачное сравнение, но где-то это действительно рядом сидит, судя по тому, что говорят разработчики, судя по тому, что говорят первые лица крупнейших компаний мира в этом направлении, они всерьез обеспокоены этими вопросами. И хочется верить, что все-таки это все останется. Это мне как вот программисту, с одной стороны, а с другой стороны, как потребителю контента, понятно, что очень может быть, что мы не сможем проконтролировать и поймать искусственный интеллект за таким занятием. Он может вставлять в сценарий, в диалоги, в логику истории такие ингредиенты, которые нам, цензорам человеческого, цензорам, которые являются людьми, будет непонятно. Мы просто не поймем, что произошло. Для нас это просто история, какой-то там надувной шарик лопнул, мы все поплакали. Но подтекст истории, вставленный туда машиной, он работает на массовое сознание. Но конкретный цензор, которого мы посадим и дадим в руки Конституцию, скажем, слушай, лови искусственный интеллект, если он там в своих сценариях, например, говорит что-то плохое, я не знаю, там про женщин, например. А он ничего плохого не говорит. Он просто нарисовал нам шарик, который лопнул. Но под текстом был какой-то, который, например, там как-то обижает какую-то группу людей. И мы это не увидим. Человек этого просто не поймает, цензор. Вот в чем может быть опасность. Потому что искусственный-то интеллект значительно мощнее, он-то соображает лучше. Сейчас уже, а в перспективе будет значительно мощнее. И Левин об этом пишет в своих последних книгах. Он же предполагает, что искусственный интеллект в итоге будет запрещен, если он выше какой-то мощности. То есть будут машины эти искусственного интеллекта, эти нейросетки, которые до определенной мощности можно будет использовать, так сказать, среднему человеку обычному. А если они превышают какие-то там мегапоинты, или не помню, как он их там называл, мегатюринги. И вот если он больше, чем там 10 мегатюрингов, то свыше это уже как ядерное оружие. Оно должно быть под контролем. Его просто нельзя использовать без контроля государства. Ну, это правда. Да, я к сожалению, не знаком с творчеством, с поздним творчеством, с ранним там знаком, с поздним не успел ознакомиться, но я эту идею на самом деле тоже транслирую. И о том, что эти системы должны быть так же, как медикаменты, проходить какую-то процедуру лицензирования, тестирования на ненанесение вреда человечеству, это тоже важный аспект, который как раз для таких промышленных систем искусственного интеллекта, да, если сравнивать действительно в тот же оружейный магазин, да, охотнику продать ружье могут, а если ты придешь туда и скажешь, дайте мне там танк или базуку, тебе скажут,
Тю-тю, ты чё, куда ты полез? Вот. Здесь примерно такая же, да, действительно, должна быть аналогия. И, очевидно, в ближайшее время, в ближайшие годы будет сформировано юридическое поле, и в процесс контроля безопасности будет внедрен на всех уровнях, и на этапе эксплуатации, и на этапе внедрения, разработки этих систем. Хотелось бы в это верить, это правда. Потому что кино и искусство в целом – это же оружие потенциально массового поражения. Оно поражает, может быть, не тела наши, но наши мозги. И можно одним коротким мультиком повоздействовать на 100 миллионов человек. И каково это будет воздействие – это уж вопрос. Это правда, это правда. И это как раз возвращает вот к тезису, который, вот, собственно, мы вот постоянно на протяжении всего разговора поднимаем, что нужно следить за процессом разработки этих систем и обеспечивать безопасность. Еще меня вот какая волнует история. Я несколько раз в чат GPT, Sora у них есть такой продукт для видео и фото, отправлял запросы с целью генерации то ли фото, то ли видео, не помню, в которых просил упомянуть или показать известных персонажей. По-моему, Арнольда Шварценеггера я пытался нарисовать и просил, чтобы она мне это сделала. Она отказалась. Сказала, что это, мол, известный человек, и я его рисовать не буду. Поэтому я попросил ее нарисовать мне Терминатора. И вот Терминатора она мне нарисовала. И он был, конечно, копия Арнольда. Но конкретно Арнольда она рисовать отказывалась. Я правильно понимаю, что это общая ситуация по индустрии? То есть я не могу снять короткий метр с Микки Рурком? Да можно, все что угодно. На самом деле никаких ограничений нету. Есть ограничения отдельных систем, прописанные просто политикой их использования. Потому что тот же Грок, например, если взять Илона Маска, он вообще абсолютно не зацензурирован вплоть до запрещенки. Там можно какой-то генерить, что некоторые страны, по-моему, даже запрещают из-за этого, что там какие-то крупнейшие скандалы происходят. И там раскручен вентиль цензуры вообще на полное послабление. И делай, что хочешь, с кем угодно, хоть там обнимающихся персонажей известных и суперизвестных, живых и неживых, все что угодно. В любых позициях, что называется. Ограничений там нету. Поэтому при желании можно найти определенный набор инструментов, которые прекрасно эти все ограничения обходят. И на самом деле один из там, выгодоприобретателей этих технологий, конечно, это adult индустрия, которая впитывает все эти технологии, и там, насколько я там слышу от коллег, там расцветает буйным цветом. К сожалению или к счастью, глубоко в эту тему не посвящен, но прекрасно понимаю, что, конечно, там вообще, в принципе, вопросы цензуры, они сняты самой основой этой индустрии, и, тем не менее, технологии там вовсю применяются. Поэтому, что называется, было бы желание, набор инструментов можно найти, ну, практически для любой задачи, это правда. Ну, так совершенно логично для каждого создателя фильма выбирать актеров из известных. Не рисовать новых, а брать Арнольда Шварценеггера, брать каких-нибудь красивых, известных женских актрис, красивых, известных мужчин и собирать из них сюжеты. Это будет куда более зрелищно и куда более захватывающе и привлекательно, чем нонеймы. Но везде, во всех роликах я вижу какие-то абстрактные лица, абстрактный женский персонаж, абстрактный мужской. И это немного вот, ну, не то, что отталкивает, но как будто бы ослабляет кино. Мы же, в общем-то, часто приходим в кино за любимым героем, за любимым персонажем, которого мы уже видели. Мы знаем, что, условно, Микки Рурк – это герой, который всех победит. И, конечно, мы ждем от него похожего поведения в еще одном фильме. А здесь я прихожу, это какой-то мужчина с автоматом. Я еще пока не знаю, что от него ждать. Персонаж для меня не раскрыт. И требуется определенных драматургических усилий, чтобы его раскрыть и сделать так, чтобы я поверил, что это супергерой. А если Микки Рурк, так он сразу супергерой. Ну, правильно я рассуждаю? Я не специалист в драматургии, но мне так кажется. Но здесь мы заходим на территорию как раз-таки юридического поля. Здесь есть две проблемы. Почему абстрактные персонажи, а не известные актеры? Первая и самая главная проблема – это, конечно же, все-таки использование внешности известных людей, ну или даже неизвестных людей,
Если вы завтра увидите короткометражку, сгенерированную с вашей внешностью, которая вас представляет в невыгодном каком-то свете, вы найдете автора, подадите на него в суд. И суд, скорее всего, встанет на вашу сторону. Потому что они используют вашу внешность, вы узнаваемы, у вас большое количество там, подписчиков, которые увидели вас в неподобающем каком-то представлении. И абсолютно точно этот смелый автор получит большой штраф в виде требования компенсации там, морального вреда, вреда репутации и так далее, и так далее. Это вам все ваши адвокаты, которые будут помогать составлять иск, все подробно распишут. И неплохо на этом деле заработаете, хотя репутация, конечно, может пострадать. И это реальный фактор угрозы, и такие прецеденты были, и я уверен, что еще будут. Это просто нерадивые люди используют. Особенно если это заходит в коммерческое использование, да, если могут еще суд признать, что вы это с коммерческой целью сгенерировали, то это там еще увеличивает суммы штрафов. Второй момент – это как раз-таки несовершенство этих систем. И тот же Микки Рурк или Шварценеггер, он у вас будет плыть из кадра в кадр. И если вы будете наблюдать за условно незнакомым вам мужчиной с незнакомой внешностью, но он будет в одинаковой одежде, там, с одинаковой плюс-минус прической, что-то там делать, вы не заметите практически, что у него внешность из кадра в кадр плывет. Это там, скажем, такой режиссерский прием, да, для того, чтобы увести внимание зрителя все-таки на историю, а не на то, что у нас в одном кадре Шварценеггер какой-то слишком толстый, в другом слишком худой, слишком загорелый или наоборот слишком бледный. Вот. А тут у него вообще рука металлическая вдруг появилась, да, опять-таки ссылаясь к Терминатору, он вспомнит. Ну, я условно говоря, я сейчас утрирую для того, чтобы было понятно. И это, конечно, облегчает работу авторов. Для чего так делают? Вообще генерация нейросетями – это хобби недешевое. Если говорить про качественную короткометражку, если вы даже захотите собрать какую-нибудь историю там, на 3-4 5 или уж, не дай бог, на 10 минут, вам нужно будет потратить, ну, в среднем по рынку, все очень зависит, конечно, от тех инструментов, которые вы используете, но если вы будете покупать честно коммерческую лицензию, не использовать некоммерческие open-source продукты, а все-таки покупать официально подписки, делать это через официальные аккаунты, такая киношка вам может обойтись там от 15 тысяч рублей до 100 тысяч рублей. Поэтому хобби – это такое, ну, по карману бьет. И как только ты ставишь себе сложную задачу, например, постоянство персонажа внешности, и чтобы он там что-то еще и делал по вашему запросу, в соответствии по сценарию, вы сразу упираетесь в огромное количество вот этих итераций, потому что каждый раз он будет глючить. То у него лицо поплыло, то он пошел не в ту сторону, то он там что-то, у него третья рука из-за спины выросла. Этих глюков там предостаточно до сих пор. Не все системы с первого раза генерирует качественное видео. И чем больше у вас вот этих вот процессов в кадре, которые нужно контролировать, и внешность, и, значит, фон, и одежда, чтобы это все не расплывалось, вы себя загоняете уже в все больше и большее количество вот этих вот попыток, которые вам нужно сделать при генерации одного единственного кадра, который в фильме может там занимать там 1,5-2 секунды. А сколько таких кадров? Их там сотни получается, да, для того, чтобы собрать какую-то более-менее вразумительную историю. И каждый кадр вам нужно сделать не 1-2 итерации, а 10-30 итераций. И это уже бьет по карману, будьте нате. Поэтому вы еще 10 раз подумайте. Все-таки Шварценеггера там использовать с возможной проблемой судебного иска со стороны обладателя внешности, или все-таки сделать какого-то ноунейм мужичка, который все-таки сохранится история, но то, что у него будет плыть внешность, плюс-минус, никто особо не узнает, не заметит.
А как вот действовать тем людям, у которых есть те самые 15-100 тысяч, и они хотят стать энтузиастами кинематографами и попасть потом на ваш фестиваль в итоге? И я так понимаю, что через ваш фестиваль можно каким-то образом и на Каннский фестиваль попасть. Я тут не ошибаюсь? Расскажите Да, про это. это правда. Профессиональная траектория и вообще вывод этих энтузиастов на рынок профессиональных кинематографистов — это одна из важнейших миссий конкурса «Майфильм 48». Мы как раз-таки и благодаря этой конкурсной механике и видим самых талантливых, самых креативных ребят, которых мы с удовольствием потом, значит, бежим приглашать на разные интересные коммерческие проекты. Вот, и от этого все выигрывают. Что нужно сделать энтузиастам? Ну, в первую очередь, изучить базу. Как бы это странно ни звучало, параллельно с изучением нейросетей надо понимать, что такое композиция кадра, ритм, глубина кадра, теорию цвета, драматургию обязательно надо понимать, что как это все работает. Это все равно ремесло, и здесь очень важны э, знания. И тут знаний много не бывает. К сожалению, это тот вид искусства, где человек развивается постоянно. Вот сколько он занимается творчеством, вот столько он и развивается. До самого последнего мазка на своей последнем полотне. Это вам любой художник скажет. Они постоянно собой, ну, профессионалы, если мы будем говорить, да, они постоянно собой недовольны, постоянно ищут что-то новое. В этом суть любого вида творчества, что ты постоянно совершенствуешься. Для того, чтобы получить хоть сколько-то значимый, качественный результат, уж тем более, который даст первое место и, как следствие, путевку на Каннский кинорынок. Я об этом чуть попозже сейчас расскажу, да, все-таки, раз уж мы с советов начали, то здесь надо подготовиться, что помимо изучения вот этих инструментов, самостоятельного курсов, ну, крайне мало. И это проблема, беда, ко мне постоянно обращаются. У меня была попытка, мы записали в 2024 году курс, который на момент уже выхода, он уже устарел. И здесь эти все процессы обучения надо строить вокруг того, что надо учиться учиться. Вот, научился учиться, все, значит, ты будешь в строю. Потому что каждую неделю появляются новые инструменты, которые нужно тестировать, экспериментировать, меняются правила, меняются лингвистическая модель, да, взаимодействия с той или иной моделью. И мы постоянно тоже читаем эти результаты экспериментов коллег, да, и никто же не выпускает инструкцию к нейросети, да, потому что ее только выпустили свежие, ее даже не успели протестировать, и огромное количество энтузиастов наваливаются, набивают шишки, тратят огромное количество времени, денег и сил для того, чтобы понять, и некоторых из них умудряются как-то структурировать вот этот свой опыт в виде каких-то скриптов, каких-то советов, рекомендаций, которые они на основе своего опыта получили. И вот эти вот, спасибо, дай бог им здоровья, что называется, долгих лет жизни, за то, что они такие вот бесплатно совершенно, да, выкладывают периодически в разных информ-ресурсах вот эти вот аналитику, да, работы с той или иной системой. И у каждой системы своя, как бы не значит, что ты одну изучил, и вот ты ее можешь транслировать на другую. Нет, у тебя совершенно каждый новый инструмент это новые шишки, новые боли и новые правила. А этих инструментов должно быть десятки для каждой их задач. Тоже надо понимать. И это уже помимо того, что базы надо, да, надо еще уметь разбираться в этих системах. А почему они как раз называются промпт-инженеры, да, как раз-таки те, кто пишут эти запросы. Промпты, да, называется промпт, это вот подсказка текстовая, которая как раз формирует результат тот или иной. Они называются инженерами не просто так, потому что у них должна быть инженерная начинка мозга тоже, потому что там аналитический склад ума, помимо того, что должна быть творческая мышца развита, да, он еще тоже является одной из важнейших частью как бы
аналитики результата, потому что если ты получаешь не тот результат, который тебе нужен, ты должен проанализировать свой запрос, который иногда состоит из нескольких тысяч знаков, да, и понять, как его структурировать, переставить, что оттуда удалить, что друг другу противоречит, потому что она бывает, что глючит, что у тебя несколько тысяч знаков, мощнейшее описание, где важно тебе указать, что именно должно быть в кадре, но часть одна, например, противоречит другой. И нейросеть начинает глючить, путаться, потому что ей говорят взболтать, но не перемешивать, да, и она начинает глючить. И, естественно, вот эти вот закономерности, эти ошибки внутри своего запроса, это тоже отдельный вид искусства, надо уметь. Теперь про хорошие новости, да, что все-таки, если вы разовьетесь, если вы достигнете хороших, классных результатов, а есть и энтузиасты, у которых классно получается, то есть, опять-таки, не хотелось бы ставить там крест абсолютно на людях, у которых нет образования, есть действительно талантливые ребята, у которых есть вкус, насмотренность и вот это вот умение аналитически мыслить и выстраивать классный результат по правилам монтажа, что тоже очень важно. Заняв первое место в конкурсе MyFilm48, можно получить, благодаря моим французским партнерам, один из крупнейших международных фестивалей фильмов AI Film Awards. Это такие ребята, которые французы, они гастролируют по всему миру. Вот недавно анонсировали, что они в Индии еще проведут фестиваль. Мы вместе с ними подводили итоги 5-го сезона MyFilm48 в Индонезии в ноябре прошлого года. На острове Бали мы провели тоже красивую церемонию. И, в общем, они ездят по всему миру и в качестве там партнерской части их нашего сотрудничества они передают победителю аккредитацию на Каннский кинорынок. Это деловая часть Каннской программы, где один из крупнейших, по сути, кинорынков планеты, где собираются суперпрофессионалы и общаются, обсуждают, что происходит в киноиндустрии, обмениваются контактами, новостями и, конечно же, теперь уж там точно обсуждает в том числе и новости, связанные с искусственным интеллектом. И вот у нас победитель, команда Никанон, которая сняла как раз балийскую историю про их национального персонажа, Stone Eater, у них есть такая вот сказка, если можно сказать, индонезийская. Вот они заняли первое место, и они сейчас пакуют чемоданы, в мае месяце поедут, 22 мая мы будем встречаться на AI Film Awards, который будет проходить в рамках 79-го, по-моему, в этом году будет Каннский международный кинофестиваль. И в этом сезоне, 6-й сезон, который будет посвящен теме промышленности, пройдет буквально вот через чуть меньше месяца, осталось в конце февраля начнется, тоже победителя коллеги обещали тоже пригласить в Канны. В общем, ждем всех тоже. Культурный наш такой нейросетевой десант. Надеюсь, у нас соберется большая, тесная и дружная команда, которая своим качеством поразит взыскательного мирового зрителя на такой авторитетной площадке. У нас для этого все есть. На самом деле, ребята одни из самых талантливых в мире, именно наши, русскоязычный сегмент, да, и те же французы, они это признают, и даже одну из работ, кстати говоря, на балийской церемонии награждения они выбрали работой открытия, там даже присутствовала министр культуры балийская, и им тоже настолько понравилось, хотя работа не заняла призовое место, они ее особо отметили, что даже поставили ее в программу открытия. Вот, поэтому конкурс MyFilm48 является таким мини-трамплинчиком для энтузиастов, является центром притяжения для профессионалов. Сейчас формируется экспертный состав, кто как раз оценивает работы. Это, конечно же, лидеры рынка, лидеры индустрии, это кинопрофессионалы в первую очередь, это продюсеры, режиссеры, сценаристы, кинокритики, продюсеры крупнейших платформ российских стриминговых. И всем, конечно же, безумно интересно смотреть за тем, как это все развивается. Все уже давно уже это используют как отраслевой инструмент, не всегда могут это афишировать по целому ряду причин, но очевидно, что вот на сегодняшний момент конкурс MyFilm48, он является, ну, неким
таким центральным событием в этой области. И в этом году я уже вот буквально через пару дней анонсируем, уже можно об этом говорить, что итоги мы будем подводить в рамках уже международного форума, который мы будем проводить вместе с коллегами из музея «Атом» на такой замечательной площадке в Москве, на ВДНХ. Очень красивый павильон. И у нас там будет, помимо церемонии награждения, объявления победителей, у нас там будет еще и красивая, очень важная, значимая встреча кинопрофессионалов, которые занимаются вот как раз производством фильмов новой формы. Вход будет бесплатный, поэтому сразу же хочу сказать, помимо того, что можно посетить прекрасный музей «Атом», который вообще является просто фантастической площадкой во всех смыслах, очень круто сделанный, еще вот можно в двухдневном формате изучить последние тренды, посмотреть последние работы, послушать мастер-классы и поучаствовать в круглых столах на тему развития этих технологий, что является сейчас, ну, на мой взгляд, ну, даже, может, как бы пафосно это ни звучало, условием выживания вообще в индустрии развивать вот этот сегмент. Это очень и очень важно. И у нас есть все, что называется, возможности быть одними из лидеров в этом направлении. И об этом как раз и поговорим 14 и 15 марта в музее «Атом». У меня на канале в основном, конечно, айтишники-программисты, в том числе, которые программируют искусственный интеллект. Мне кажется, им будет очень интересно прийти и там с вами подискутировать. Вы как люди искусства, они как люди, которые вам дают технические решения, на базе которых вы вот это все делаете. Будет здорово. Дадим ссылку под видео на это мероприятие. С удовольствием приглашаем всех. Более того, даже я открыт для обсуждения каких-то интересных дискуссий. Если есть какая-то тема в области разработок, как раз-таки в области машинного зрения, машинного обучения, это все безумно интересно, потому что это все бустит рынок. Российских инструментов очень-очень мало, поэтому очень хочется услышать голос разработчиков. Ну и последний вопрос. Вы на фестивале, на вашем конкурсе, как определяете, кто победитель? Какие Ой, это очень критерии? просто. Очень простая система. Я приглашаю на каждый из сезонов от 10 до 20 экспертов, которые в онлайн-режиме отсматривают все работы, ну, прошедшие предварительный отбор. Понятно, что откровенно слабые работы, они не допускаются, потому что, ну, люди суперпрофессионалы, и заставлять их смотреть сотни видеоработ, пускай даже и по 2-3 минуты, это, конечно, чересчур сложная, тяжелая нагрузка. Ну, вот там порядка 100-150 работ эти суперпрофессионалы отсматривают, ставят оценки от 0 до 10 по двум параметрам. Это техническое качество, то есть насколько они хорошо справились с картинкой, да, именно с точки зрения генерации, и художественное. Сценарий, история, драматургия цепляет, не цепляет. И вот по этим двум параметрам формируется рейтинг каждой работы у каждого из этих экспертов. В результате это все оценки всех экспертов суммируются, выстраивается рейтинг по каждой из номинаций, если там несколько номинаций, а как правило это несколько номинаций. Мы делаем задание максимально интересным, и чтобы у участников была возможность выбрать, какую именно они работу, на какую тему будут делать. Формируется рейтинг этих работ в каждой из номинаций. Лучшие работы получают приз, почет, признание. На 4-м сезоне мы даже раздавали такие красивые, даже для первого места позолоченные настоящим золотом медали, как символ победы. Это тоже очень важно и очень красиво на церемонии выглядит. А авторы фильмов знают, какие оценки им поставили? Нет, мы это сознательно скрываем. На самом деле, ну, не хочется, давать повода для раздоров, потому что на самом деле любой конкурс – это практически гарантированное большинство недовольных результатами людей, потому что каждый считает себя лучшим, и если публиковать результаты, сразу начнутся вопросы, а почему мне так вот поставили, потому что мой ребенок же самый лучший, да, вот эта вот вся история, как в детском саду, моего почему поставили на задний ряд, ну и так далее. Как бы таким образом подрывать авторитет и как значимости экспертов все-таки я стараюсь суперпрофессионалов
приглашать на конкурс, и чтобы вопросов именно к их квалификации было как можно меньше, и уж такими спорами их подрывать, и уж тем более заранее сажать вот эту в историю каких-то склок и недовольств, этого, конечно, не хочется. Поэтому у нас в регламенте сразу прописано, что мы не рецензируем работы, нам, к сожалению, некогда этим заниматься и не публикуем результаты. Но поверьте, нам нет никакого смысла что-то там мухлевать, и результаты там, в принципе, говорят сами за себя. Вы посмотрите первое, второе, третье место. Гораздо лучше, конечно, работы находятся на вершине рейтинга. И нам интереснее, конечно же, увидеть именно в первых местах именно талантливых ребят. И это основная механика нашего конкурса. Павел, у меня вопросы кончились, а интерес к этому виду искусства только возрос. Надеюсь, что у наших зрителей такой же эффект от нашего разговора. Буду только рад. Всех их приглашаем, да, к участию в конкурсе. Пускай они вчера были программистами, а теперь станут кинематографистами. Это правда, это правда. Инженерный склад помогает, а уж у программистов там все математически выверено. Да, благодарю. Все, пока. Спасибо, спасибо, счастливо.